Я думаю, что для всех очевидно, что качественные знания в области технического анализа являются фундаментом, надежной базой для стабильного заработка на всех финансовых рынках, таких как Форекс, крипта, акции, облигации, фьючерсы, индексы и так далее. Какие-то пробелы в этих знаниях, либо фрагментарное их отсутствие могут стать серьезным препятствием для трейдера на пути к стабильным заработкам. Вы можете что-то не учесть, какие-то элементы забыть, и это станет причиной для потери денежных средств. Я постараюсь вместить весь свой 5-летний опыт, все свои знания в области теханализа в этом видео. Мы пройдем большой путь от новичка до продвинутого уровня. Начнем мы с японских свечей и таймфреймов, далее научимся определять тренд, видеть рыночные стадии, фигуры теханализа, строить торговую идею, понимать сильные и слабые уровни, находить точку входа, ставить стоп и видеть цель движения цены. Поставь лайк этому видео, если оно было полезно, подпишись на наш канал, чтобы алгоритмы YouTube его заметили. И его видео как можно большее количество людей, которые ищут действительно ценную информацию о трейдинге на YouTube. В ближайшие 1,5 часа с вами будет Андриан, практикующий специалист и основатель международного сообщества NZT Trader, независимый трейдер. Присаживайтесь поудобней, мы начинаем. Технический анализ – это то, что делают трейдеры на истории, и исходя из этого прогнозируют дальнейшее движение цены. Говоря простым языком, трейдеры анализируют и прогнозируют дальнейшее движение рынка, основываясь на ценовом графике актива. Японские свечи – это всего лишь визуальное отображение ценовых колебаний рынка, которое располагается в пространстве шкал времени и цены. В рамках технического анализа мы смотрим на тренд, структуру рынка и важных ценовых уровней. И все это базируется вокруг цены. Таким образом, цена является самым главным в техническом анализе, и ее изменения в рамках времени и цифровых значений. Вашему вниманию представлен план занятия. Он состоит из 8 больших тем. Напротив каждой темы есть тайм-код. Поэтому, если есть темы, которые вы прекрасно знаете, можете перематывать дальше. А мы начинаем. Первая тема – японские свечи и таймфреймы. Поехали! Итак, японские свечи – это некий стандарт графического отображения цены актива, который использует подавляющее большинство трейдеров. Есть, конечно, классика в виде баров и экзотика, которую можно также пробовать анализировать, но именно японские свечи завоевали сердца и умы трейдеров, потому что они действительно помогают очень хорошо анализировать цену, глядя на график. Чтобы нам понять принцип работы с таким графиком, нам нужно разобраться, что представляет из себя отдельно взятая каждая свеча. К примеру, если у меня открыт дневной таймфрейм, то одна свеча равна одному торговому дню, ровно одному. К примеру, вот у нас было 21 ноября, цена торговалась, 22 ноября. Каждая отдельная взятая свеча означает один торговый день. Открытие торгового дня и закрытие. Сейчас мы посмотрим по структуре построения самой свечи. Так, если я, допустим, выбираю 4 часа, то каждая отдельно взятая свеча означает 4 часа торгов. К примеру, 22 ноября 17:00, следующая свеча 22 ноября 21:00 и так далее, вплоть до 1 минуты, и даже есть секундные графики. Окей, разобрались, что каждая свеча – это выбранный вами период графика. Теперь разберемся, по какому принципу строится отдельно взятая свеча – бычья и медвежья. Возьмем, к примеру, график с периодом 15 минут. Это означает, что каждая отдельно взятая свеча на графике представляет 15 минут движения цены. У каждой свечи есть две части. Давайте разберемся, что это означает. Это тело и хвостики, либо тени, которые располагаются в верхней части тела свечи и нижней, соответственно. Итак, зеленая свеча, бычья, сигнализирует о том, что свечка открылась у нас, вот цена открытия у нее произошла здесь.
Потом цена торговалась, пошла выше, и закрытие произошло выше цены открытия. Поэтому свеча закрылась бычьей, зеленой. У красной свечи, у медвежьей все наоборот. Свечка открылась вот по этой цене, потом цена опустилась, торговалась. Свеча у нас закрылась ниже цены открытия, поэтому свеча красная, медвежья. К примеру, у нас график с периодом 15 минут, и давайте детально разберемся, как у нас строились свечи. Произошло у нас открытие свечи в 10 часов утра, 10:00. Давайте. 10:00, и цена открытия у нас составила, к примеру, $1. Далее мы видим, что свечка открылась, цена стала торговаться, пошла ниже, к примеру, до 85 центов. Далее пошла цена выше, торговалась и достигла отметки $2. И потом она снизилась до $1.85. И закрылась свеча у нас в 10 часов 15 минут. По цене $1.85. Таким образом мы фиксируем тот факт, что в 10 утра, когда свеча открылась, цена на наш актив была $1. Далее происходили торги, цена росла, и закрылась она в 10 часов 15 утра по $1.85. То есть выше открытия. Таким образом мы получили бычью свечу. С медвежьей свечой все абсолютно наоборот. Допустим, у нас также в 10:00 утра произошло открытие свечи. И цена торговалась, у нас открылась по, допустим, $2. Она сходила на $2.15. И потом произошло снижение цены. И вплоть до 85 центов. Затем произошло закрытие свечи по цене $1 и в 10 часов 15 минут. Таким образом мы получили медвежью свечу, которая сигнализирует нам о том, что цена на наш актив за 15 минут снизилась с $2 до $1 и закрылась свеча, как раз таки тело закрылось по цене $1. Я думаю, с этим понятно. Итак, какой основной вывод мы можем сделать, глядя на бычью и медвежью свечу? В рамках выбранного таймфрейма временного периода М15 мы понимаем, что цена актива у нас выросла, а хвостики показывают нам минимум и максимум цены за выбранный период. Это на бычьей свече, на медвежьей свече с точностью да наоборот. Мы понимаем, что за 15 минут цена актива у нас снизилась, а хвостики нам показывают максимум цены, проторгованной за 15 минут, и минимум. Также на бычьей свече мы можем констатировать интерес покупателей в течение 15 минут, а на медвежьей интерес продавцов. Теперь, обладая этой информацией, мы можем анализировать целые движения и отдельно взятые свечи, чтобы определить тренд, зоны ликвидности, структуру рынка и так далее. Итак, тема тренд и как нам его определить. Давайте начнем с определения и возьмем бычий тренд. Для бычьего тренда у нас характерно что? Что рынок идет, соответственно, вверх, и каждый хай у нас выше предыдущего. Хай это, соответственно, максимум ценовой в определенный момент времени, и лой это минимум, ценовой минимум тоже в определенный момент времени. Так вот, для бычьего тренда характерно, что хаи у нас, каждый хай выше предыдущего, и каждый лой, соответственно, ниже предыдущего. И так все продолжается, тренд развивается до определенного момента, когда у нас происходит слом, какой-то слом структуры, и рынок разворачивается и потенциально может стать медвежьим. Вот, еще раз, да? Для бычьего тренда характерно, что каждый хай последующий выше предыдущего, и каждый последующий лой также выше предыдущего. То есть хаи обновляются, лои не обновляются. И для медвежьего тренда наоборот, соответственно. Итак, важный момент, который поможет вам пониманию тренда, к пониманию структуры тренда. То есть для тренда у нас первостепенно характерно пробойное движение, которое обновляет какие-то предыдущие хаи. Потом, сразу после импульсного пробойного движения, мы можем увидеть коррекцию. Затем следует дальше опять пробойное движение, опять снова коррекция, снова пробойное движение, снова коррекция. Вот таким образом и строится тренд. Поэтому у нас каждый хай выше предыдущего и каждый лой, соответственно, также выше предыдущего. Но это на схеме все выглядит так,
красиво, но в рынке у нас бывают такие моменты, да, что у нас лои обновляются, хаи не обновляются, но все равно тренд у нас бычий, да, такое бывает. Есть такое понимание у нас временных лоев, которые обновляются, но бычий тренд продолжается дальше. Сейчас будет очень важный тонкий момент, если вы не поймете его сразу, то пересмотрите видео и вам обязательно откроется этот важный секрет в прочтении тренда. Смотрите, у нас идет пробойное движение, допустим, на биткоине, которое обновляет эти хаи. Дальше следует коррекция. И потом следует еще одно пробойное движение. Конечно, здесь создаются лои, которые обновляются. Правильно? И мы можем тут принять, как неосведомленные деньги это делают, о том, что рынок у нас развернулся и стал медвежьим. Но ключевой момент в понимании того, что, смотрите, каждое импульсное пробойное движение после коррекции, именно после коррекции, оставляет лой. И бычий тренд у нас сохраняется до тех пор, пока у нас не обновляется лой последнего пробойного движения. Вот, смотрите еще раз. Пробойное движение, здесь есть лой. Вот здесь у нас начался очередной бычий тренд. Потом коррекция, опять пробойное движение. Лой коррекции. Теперь все внимание у нас направлено на этот лой. Если мы имеем такую коррекцию, которая обновит этот лой, то тогда мы уже можем зафиксировать медвежий рынок. Но до тех пор, пока этот лой не обновлен, у нас продолжается бычий рынок. И смотрите, что происходит. Цена тестирует один из важных уровней ценовых, и у нас происходит дальнейшее бычье движение, бычий тренд продолжается. Здесь такая же ситуация. Смотрите, коррекция закончилась. Теперь для нас имеет значение, очень большое значение, этот лой. Не эти лои, именно этот. Потому что мы можем опять получить глубокую коррекцию с тестом, к примеру, этого уровня и дальнейшее движение в лонг. Понимаете, да? Еще раз. Тренд строится так. Пробойное импульсное движение, которое обновляет какие-то хаи. Коррекция. Мы получаем лой коррекции. Далее происходит опять импульсное движение, там какие-то дальше движения, и мы всегда смотрим за лоем последнего пробойного движения. Если мы его обновим, то мы можем получить либо большую консолидацию, об этом мы поговорим дальше, либо уже конкретный разворот рынок в медвежий. Пока лой последнего пробоя у нас остается не обновленный, мы имеем бычий тренд. Медвежий тренд. Для медвежьего тренда характерно, что рынок у нас движется вниз, цена у нас падает на актив. Что в свою очередь отражается на структуре рынка, и у нас для медвежьего тренда характерно, что лои обновляются, а хаи соответственно не обновляются, рынок идет вниз. Выглядит это таким образом схематично, каждый лой ниже предыдущего и каждый хай соответственно тоже ниже предыдущего, мы можем фиксировать медвежий тренд. Но так как это представлено схематично, в рыночных реалиях выглядит немножко с нюансами, конечно же, и тренд у нас медвежий может развиваться таким образом. То есть мы идем в шорт, каждый лой обновляется, каждый хай нет. Далее мы видим в рамках глубокой коррекции слом структуры и потом продолжение движения в шорт. Но так же, как и с бычьим трендом, нам нужно что? Зафиксировать пробои и хаи. То есть, смотрите, мы видим, как на примере с фунтом, были временные хаи, вот мы их обновили, но смотрите, что первое у нас пробило в этом импульсном движении, в этом пробое, вот этот уровень, мы его оттестировали и пошли дальше. Еще дальше, да, потом далее. Что последний пробой нам обновил? Вот этот лой. И у нас теперь все внимание на этот хай. Также мы видим, что у нас есть глубокая коррекция с такими множественными построением хаев, лоев. Цена приходит, тестирует один из лоев повыше, тут значимый уровень. И идет продолжение медвежьего тренда. Смотрите. И так далее. Да? Опять возникают какие-то временные хаи.
Маркетмейкеру выгодно это делать, чтобы здесь неосведомленные деньги, которые продавали, ставили свои стопы и не успели зафиксировать прибыль, и их стопы забирают. Рынок идет дальше ниже. Понимаете, да? И теперь на что нам стоит обратить внимание? На, соответственно, эти хаи. Потому что если мы их обновим и увидим что-то вот такое, то в этом моменте мы можем понять, что у нас произошел слом медвежьего тренда, и у нас возможно зарождение уже реально бычьего тренда, и рынок пойдет вверх в лонг. Поэтому обращаю ваше внимание на нюансы построения тренда. Переходите на ваш график и смотрите, как развивается тренд. Смотрите таймфрейм месячный, недельный, потом дневной и H4. Ниже смотреть не рекомендуется. Ниже информация будет неточна. Сейчас очень важный момент. Нам нужно понимать, что на рынке всегда действуют два сценария. Бычий и медвежий. Давайте посмотрим даже вот этот фрагмент. Фунт, доллар США, недельный график. Мы видим, фиксируем, что у нас здесь зародился бычий тренд, для которого характерно, что каждый хай выше предыдущего, каждый лой, соответственно, тоже выше предыдущего, не обновляется. Да? Ну, допустим, вот до этого момента. Но, если мы немножко возьмем картину побольше, мы увидим, что данный бычий тренд локальный в глобальном медвежьем тренде, и он является коррекционным. Поэтому нам нужно всегда учитывать два сценария на рынке, чтобы быть постоянно в профите. Рыночные стадии или состояние рынка. Мы можем зафиксировать всего 4 рыночные стадии. 4 стадии рынка. Это пробой, консолидация, коррекция и разворот. Их очень хорошо видно на графике невооруженным глазом, и их изучение и понимание и дает нам ключ к уверенной торговле. Первое. Пробой вы уже должны помнить и понимать из темы построения тренда. Это обновление каких-то хаев, либо если у нас пробой в лонг, да, либо если у нас пробой в шорт, то это обновление лоев непосредственно. Консолидация. Это когда цена торгуется в определенном ценовом диапазоне, не покидая его. То есть мы понимаем, что цена у нас копится, консолидируется. То есть крупный игрок накапливает позицию для того, чтобы выполнить выход из этой консолидации, пробой. То есть консолидация еще по-простому называется боковик, флэт, проторговка или что-то в таком духе. Мы называем это консолидацией. То есть консолидирование – это укрепление позиции, это то, когда маркетмейкер в рамках определенного ценового диапазона накапливает себе позицию и позволяет трейдерам торговать как в лонг, так и в шорт, как в лонг, так и в шорт, как в лонг, так и в шорт. Потому что все, повторюсь, рынок анализируют по-разному и даже по-разному торгуют в рамках консолидации. Далее, коррекция – это такое движение, по-простому откат, которое происходит после пробоя. То есть у нас был какой-то уровень, мы его пробили хай, потом происходит коррекция, либо откат к этому уровню, либо к какому-то предыдущему, либо к определенной референсной точке в нашем анализе. И дальше происходит снова какое-то пробойное движение. Вот. Дальше опять коррекция и какой-то пробой. И разворот – это то движение, которое ломает структуру тренда, ломает трендовое построение, скажем так, и где мы можем зафиксировать уже начало, если у нас, допустим, был бычий тренд, то мы можем зафиксировать начало медвежьего тренда, обновление какого-то значимого лоя, не обновление хая, либо обновление хая, потом обновление лоя, и у нас следующий хай будет ниже предыдущего. Ну, о сломе структуры мы поговорим в соответствующей теме. То есть разворот – это тот момент, когда мы фиксируем, что рынок разворачивается в противоположную сторону. Давайте посмотрим теперь все 4 состояния рынка на нашем графике фунта. Сейчас я все почищу. Как их прекрасно видно. В основном рынок у нас всегда начинается с консолидации. То есть маркетмейкер копит себе позицию для того, чтобы организовать движение. Не будет же он организовывать движение за свой счет. Ему нужно привлечь множество трейдеров, которые принимают верное, порой неверное решение для того, чтобы организовать движение туда, куда ему нужно. То есть смотрите, консолидация.
пробой, коррекция, да, снова пробой, возвращаемся в диапазон, консолидация, пробой, консолидация, опять пробой, который оказывается ложным, но он становится коррекцией в рамках этого пробоя. Дальше пробой, консолидация, пробой, коррекция, которая перерастает в консолидацию, пробой, он же разворот. Мы не знаем, докуда пойдет это лонговое движение, но в рамках этого шортового, в рамках этого медвежьего движения, этот бычий такой маленький тренд является коррекцией. Но тем не менее, разворот, коррекция, пробой, коррекция, пробой, коррекция, маленькая консолидация, пробой, коррекция, пробой, коррекция, переросшая в консолидацию, разворот, пробой, он же, да, потом коррекция, пробой, коррекция, которая переросла в консолидацию, здесь еще маленькая консолидация на хаях этой большой консолидации, пробой, коррекция и так далее. То есть все 4 состояния рынка вы всегда можете увидеть на своем графике. И понимание, как рынок двигается, это и есть алгоритм движения рынка, даст вам потрясающий ключ к успеху вашей торговли. Фигуры теханализа. Тема довольно-таки скользкая, но я решил ее затронуть, потому что на заре своей трейдерской карьеры также изучал эти фигуры, треугольники, флаги, бычьи, медвежьи, вот это все. Пытался доторговать и, конечно, не добился никаких результатов. Давайте просто на секунду задумаемся. Представьте себе, крупная компания, к примеру, Morgan Stanley, трейдинг-деск. То есть отдел, где сидят много-много трейдеров. То есть телефонные звонки, шумно, шум-гам, да, люди торгуют, покупают, продают, зарабатывают деньги, одним словом, правильно? И представьте, что ведь через весь зал Джон кричит Джеку: «Джек, Джек, S&P 500 пробивает треугольник, продаем на 1000 лотов». Представили? Звучит абсурдно, не правда ли? Вы до сих пор думаете, что крупные фонды, институциональные игроки торгуют по этим фигурам? Что ж, тогда вы сильно заблуждаетесь. Давайте посмотрим на графики, почему фигуры теханализа занятие бесперспективное. Сейчас я вам покажу на конкретных примерах. И у меня хорошие новости. У меня есть для вас кое-что гораздо лучше. Поехали! Рынок это не есть какая-то геометрия. Это не есть флаги, это не есть треугольники. И маркетмейкер не будет заниматься вот таким. Он единственно может нарисовать для неосведомленных денег, которые любят такое торговать, конечно, такие паттерны. И вы можете легко их увидеть, и какие-то из них, возможно, будут отрабатывать. Но давайте мы будем мыслить на перспективу. Нам нужно что? Нам нужно зарабатывать стабильно. Как вы себе представляете заработок? Если, к примеру, мы увидели треугольник, это же выглядит как треугольник, правильно? Допустим, у нас сейчас еще нет этой цены. Вот так. То есть мы смотрим, у нас образуется какой-то треугольник, вот он, диапазон сужается, можно нарисовать, это является фигурой, правильно? То есть, когда у нас цена будет пробивать верхнюю границу этого треугольника, нам, по идее, нужно заходить в покупку. Но смотрите, где возник этот треугольник. Этот треугольник возник на хаях рынка. И в этом и есть как подвох, в этом есть засада, что эти фигуры могут возникать в разных местах. И чтобы прочесть как-то, и чтобы ваша торговля носила характер профессиональный, стабильный, такие вещи торговать не получится и быть в профите постоянно. То есть, смотрите, по идее, да, у нас что должно быть? Пробой, потом тест, и мы будем видеть цель в районе, вот так вот, да, как-то это делается, правильно, насколько я понимаю. То есть мы замеряем расстояние внутри этого треугольника, и это выход из него будет равняться вот такому расстоянию, да. Такая, да, у нас волна должна быть, такой свинг должен получиться. И давайте посмотрим, что получится. У нас вот мы фиксируем пробой, и где-то мы ставим лимитку на
Тест этого треугольника. Куда нам поставить стоп-лосс? Самое важное на рынке, это куда мы поставим свой стоп-лосс. Нам нужно ограничить убыток. Если у нас мы видим цель такую, то куда мы поставим свой стоп-лосс? Давайте, наверное, где-то он у нас будет за этим лоем, правильно? Насколько я понимаю. Давайте замерим просто. Какое соотношение получится при торговле вот этого замечательного треугольника? Соотношение 1 к 2. Маловато. Смотрите, несколько, да, 1 к 2 ровно. Несколько неудачных таких треугольников, и ваш депозит будет стремительно таять. Какие-то будут отрабатывать, какие-то нет. Но все, кто торгует эти фигуры теханализа, никто вам не скажет винрейт этих всех фигур, флагов, треугольников, трендовых линий. Потому что они сами этого не знают. Потому что рынок рисует что-то такое, но это не будет работать всегда постоянно. А нам нужно опереться на что-то твердое. На это опираться я не собираюсь. Естественно, и вам тоже не советую. Объясняю почему. Смотрим, выставляем лимитку. Вот наш стоп-лосс. Смотрите, ой, цена уходит без нас. Так, может быть сейчас она оттестирует? Угу. Так, опа, хорошо, нас взяли. Смотрим, теперь мы должны пойти куда-то в лонг, да? Но что-то пошло не так. Так. Хорошо, возможно сейчас мы пойдем вверх, опять тестируем. Так, что-то мне хочется уже закрыть позицию. Бам, мы получили стоп-лосс. Как так вышло, да? Хотя, казалось бы, такой красивый треугольник, но он, к сожалению, не отработал. И такое вы можете увидеть постоянно на рынке. То же самое касается флагов. Вот здесь вот тоже был треугольник, также мы вылетели, никаких тестов не было. Одним словом, фигура это дело такое, на которое опереться не получится. Тоже касается и трендовых линий. Давайте посмотрим, где мы можем, давайте даже дневку, потому что дневной таймфрейм он такой, основополагающий, базисный, правильно. Как мы можем торговать эти трендовые линии? Ну, допустим, я вот здесь вот проведу. Хорошо. Вот раз, два, да, два касания я уже могу провести трендовую линию, правильно? Вот третье мне дали купить, хорошо. Но также, смотрите, покупая от касания трендовой линии, куда я поставлю свой стоп-лосс? А если цена сразу импульсно так его заберет, правильно? Хорошо, я поставлю его здесь. Но смотрите, какой будет огромный стоп. Опять, у нас потенциалы. Вопрос математического ожидания от нашего трейдинга, понимаете? Здесь соотношение 1 к 2. Прекрасно, что ж, здесь возможно удалось бы заработать. Но смотрите, потом опять мы подходим к трендовой линии. Если вы не успели здесь купить, вы будете пытаться купить здесь, правильно? Где вы поставите свой стоп-лосс? Сюда, наверное. Смотрите, какой он будет большой. И на обновление хай вы будете ждать цену. Это соотношение составит какое? 1 к 1,5. Это не торговля. Несколько таких неудачных трендовых линий, ваш депозит опять растает. Видите, да? На это тоже нельзя опереться. Как так? А канальчики? Все то же самое. Пора открыть глаза и понять, что это не будет приносить прибыль в долгосрочной перспективе. Потому что так пытаются торговать все. Так пытаются торговать все. Так об этом написали во всех книжках по теханализу. Не работают эти треугольники, не работают эти флаги. Конечно, где-то они будут отрабатывать, но, еще раз повторюсь, это не есть что-то твердое, на что вы можете опереться и построить свою профитную торговлю, стать профи. Потому что профи так не торгует. Давайте теперь смотреть, как это делают профессионалы. Что ж, двигаемся дальше. Мы подходим к очень важной и интересной теме. Структура рынка и построение торговой идеи. Опять прибегнем к схематичному отображению структуры рынка и далее посмотрим все обязательно на графике в самом подробном и наилучшем виде. Поехали. Начнем с зоны покупок. В рамках структуры рынка мы различаем зоны покупок и зоны продаж. Давайте начнем с зоны покупок. Будем сейчас соединять теорию. Вспоминаем про 4 состояния рынка. Это консолидация, пробой, коррекция и разворот. Сейчас нам будет это все понадобиться. Давайте, поехали. Как мы знаем, что рынок в основном у нас
большую часть времени проводит консолидация, это накопление, это укрепление позиции маркетмейкера, и потом мы видим, что из консолидации пробой. Это явление мы фиксируем, и теперь эти консолидации для нас становятся зоной покупок, активной зоной покупок. Мы видим, что у нас была консолидация, потом цена агрессивно, импульсно выходит из консолидации, и мы фиксируем данную консолидацию как зону покупок. Дальше мы видим пробой, потом происходит в рамках тренда, в рамках структуры рынка какая-то коррекция. Дальше опять мы видим пробой, и потом у нас цена в рамках коррекции может опять строить что? Зону покупок, консолидироваться. Вот таким образом. Потом может быть какой-нибудь ложный пробой, как это часто бывает, сбор ликвидности тех покупателей, которые начинают покупать слишком рано. И дальнейшее движение в лонг. То есть мы опять что? Фиксируем зону покупок. Потом цена у нас может корректироваться. Как правило, маркетмейкер будет тестировать эти зоны покупок, активные зоны покупок. Поэтому консолидация после пробоя становится для нас активной зоной покупок. Так мы это видим. Теперь посмотрим это на графике. Смотрите, как это происходит. Для того, чтобы наша торговля носила высоковероятностный характер, мы должны делать это на старшем таймфрейме. Для начала нам нужно определить, конечно же, тренд. Мы видим, что у нас ярко выраженный бычий тренд. Здесь у нас была, конечно, такая глубокая коррекция, но она закончилась и тренд продолжился. И поэтому давайте вот мы возьмем этот фрагмент. Мы начинаем отмечать эти консолидации, после которых мы увидели пробой, и фиксируем их как зоны покупок. Делаем это таким образом. Раз, два, три. Так. Смотрите. Вот так. Потом так. Да. И, конечно же, вспоминая о том, что у нас всегда на рынке действуют два сценария. Бычий, да, покупки и продажи. Медвежий сценарий. Нам нужно будет разбираться, где, кому нам присоединиться, чтобы заработать. Потому что мы спекулянты, мы должны действовать с самым сильным игроком на рынке. Так. Так. Ну и потом у нас возникает уже зона продаж. Итак, зоны покупок. Мы видим консолидацию, произошел пробой, цена улетела, у нас активная зона покупок. Далее мы видим также консолидацию. Здесь, конечно, можно было потоньше это все указать. Да, вот здесь был небольшой пробой, цена протестировала и ушла. Окей, дальше идем. Опять пробой, зона покупок. Вот был пробой, тут же тест и выход. Да? Дальше пошел пробой. Опять-таки, смотрите, пробой. Опять у нас образовалась зона покупок, консолидация, да? Но мы пока не знаем, пока не произошел следующий пробой. Теперь мы понимаем, что это активная зона покупок. Дальше цена законсолидировалась, сделала ложный пробой этой консолидации. И дальше тут, конечно же, в рамках этой консолидации можно увидеть, смотрите, небольшой пробой, вот такую структуру. И здесь уже принимать торговые решения. Видите, да? То есть маленькая консолидация, видим пробой, коррекция, тест этой зоны покупок. Уже активная зона покупок после пробоя. И смотрите, дальше цена идет, дальше пробой продолжается. Но мы смотрим на это как на большую зону покупок. Мы подошли тестировать, и у нас развился медвежий сценарий уже, да, потихонечку. Потому что здесь вот тоже была какая-то небольшая зона покупок. Точнее, консолидация стала зона покупок после пробоя, пробой, коррекция, тест, были покупки, но развились продажи. Да? Мы здесь можем зафиксировать слом структуры, обновили лои, хаи, смотрим за хаями, хаи не обновляется. Мы пошли ниже, тестировать зону покупок ниже, потому что еще очень много покупателей напрыгало в это движение, как вы понимаете, маркетмейкер, если кто-то покупает, то этим всем покупателям кто-то продает. Этот кто-то есть маркетмейкер. Он обеспечивает встречную сторону сделки, обеспечивает ликвидность на рынке. Смотрите, что цена идет дальше ниже, зона покупок спускается и начинаются покупки. Образовалась еще одна зона покупок, мы увидели пробой.
Здесь у нас, конечно, есть какие-то зоны продаж. Тестируем и уходим еще ниже. И здесь есть активно зона покупок без теста, и мы видим, что от нее пошли покупки. Образовалась новая зона покупок, из нее мы видим пробой, опять возврат в зону покупок, опять у нас пробой. И обновив эти хаи, уже исторически, да, на биткоине, у нас образуется зона продаж. И мы видим развитие встречного сценария. Давайте возьму какой-нибудь другой цвет, к примеру, черный. Продажи. Видим консолидация, пробой. Образовалась зона продаж. Коррекция, да, коррекция. Опять пробой. И здесь у нас образовалась, так, стрелочками будет слишком много. Давайте будем рисовать так. Здесь образовалась зона продаж. Смотрите, из нее вышел пробой. Образовалась следующая зона продаж. Консолидация. Вот она идентифицирована вот этим пробойным движением. Эта консолидация стала зоной продаж. Пришли тестировать, опять начались продажи. Пришли в зону покупок. Отсюда начинаются покупки. И нам нужно увидеть, благодаря структуре рынка, насколько сильные они будут. Здесь нам продавать уже нельзя, потому что мы пришли в притирку к зоне покупок. Это называется вход в пробой, и они заканчиваются в основном стопами, либо маржин-коллами, либо полностью потерей средств, в зависимости от того, как вы обращаетесь с своим депозитом, с риск-менеджментом. Смотрите, здесь продавать нам нельзя. Где мы можем продавать? Мы можем продавать на тесте зоны продаж, искать вход. Это здесь, потому что у нас есть потенциал для входа цены. Очень важный момент, нам нужно иметь потенциал. Мы не можем продавать в пробой. Мы не можем продавать в зону покупок. Это всегда заканчивается не очень. 90% случаев. А нам нужно иметь вероятность на нашей стороне. Также мы можем продавать здесь, на тесте зоны продаж. Вот, да? И здесь могли продавать, если был бы тест. Но вполне вероятно, что цена сходит сюда, и мы будем искать здесь вход. Если это, конечно, произойдет. Либо мы увидим что-то такое, да, и здесь у нас, смотрите, может образоваться, что? Зона продаж. И она активируется после пробойного движения. Мы будем ждать теста и сможем искать вход на продажи от этой зоны. Тогда у нас уже будет потенциал дохода цены до следующей зоны покупок. Понимаете логику, да? Построение. Теперь еще раз. У нас есть зоны покупок. Это консолидации, из которых был пробой. Мы его фиксируем. Дальше опять консолидация, пробой. Коррекции нет к ним, да, либо на маленьких таймфреймах она обязательно присутствует, но нам нужно сейчас выяснить саму физику движения, сам принцип, механизм построения структуры, тренда структуры рынка, вот как у нас взаимодействуют все 4 состояния, вплоть до разворота. Дальше мы видим опять цена консолидируется, видим что пробой, видим коррекцию, на которую мы можем покупать. Видим опять пробой, видим зону покупок, фиксируем ее, видим, смотрите, пробой, видим коррекцию, видим консолидацию, потом видим пробой, это у нас активная зона покупок, на коррекции мы можем покупать и идти дальше вместе с маркетмейкером. Такова логика построения структуры рынка и построения торговой идеи. Наша торговая идея заключается в том, чтобы отметить консолидацию, увидеть пробой, понять, что это активная зона покупок, либо зона продаж. И на коррекции, по завершении коррекции заходить в покупки, либо в продажи. Это и есть реальная профитная торговля. Так как торгуют крупные игроки, так как торгуют фонды, как торгуют профессиональные трейдеры, чтобы быть в плюсе. Никто не опирается на фигуры теханализа, все видят рынок именно таким образом. И такая система видения рынка называется price action, то есть ценовое действие, поведение цены. Нам сама цена показывает, куда идет рынок благодаря структуре, благодаря зонам покупок и продаж, благодаря пробоям, коррекциям и продолжениям движений или развороту. Именно так это и работает. Идем дальше. Сильные и слабые ценовые уровни. Начнем мы, пожалуй, со слабых уровней, и чтобы было понимание, будем сразу это на графике смотреть. Также начнем сначала схематично и определим, да, у нас в трейдинге, вообще в целом в price action и во всей нашей жизни
должно быть четкое определение. То, что мы можем выразить словами, то понимает прекрасно наш мозг. Давайте начнем с того, что слабые уровни — это те ценовые уровни, которые строятся, первое, на младших таймфреймах, таких как М5, М15, М10, М1, тем более, да, это младшие таймфреймы, и это те уровни, которые маркетмейкер, рынок обрисовывает несколько раз, делает их настолько чистенькими, прям пипс-пипс, тик в тик, что вот невозможно не пробить его, да. Это такой сигнал, потому что благодаря классическому теханализу, некоторым гуру, которые проповедуют о том, что если цена постоянно отскакивает от какого-то ценового уровня, особенно импульсно, оставляя какие-то хвосты, значит, что этот ценовой уровень сильный, и на него можно положиться, ему можно довериться, и зайти от него в покупки, к примеру, или в продажи, и поставить свой стоп-лосс где-то за этим уровнем на какое-то расстояние, там, условно, в 20 пипс. Ничто не напоминает, да? Так вот, эти уровни являются слабыми. Маркетмейкер специально ставит крупную лимитку на покупки, чтобы обрисовать, чтобы неосведомленные трейдеры, розничные трейдеры покупали от этого уровня, ставили свои стопы, а потом резким движением собирать эти стопы. Так вот, смотрите, прекрасная, да, иллюстрация. Видите, раз, два, три раза мы подходили, цена подходила к этому уровню, потом видите, бум, сбор ликвидности и разворот, да, вот какой-то кратковременный. Потом смотрим, что у нас дальше происходит. Такая же ситуация, допустим, вот тут на хаях отсюда продавали, вот хаи обновили, и цена резко, импульсно уходит. Как правило, после таких как раз таки сбора этой ликвидности у нас происходит либо импульсное движение, либо сбор ликвидности и разворотное движение. Потому что маркетмейкер собирает эту ликвидность и разворачивает рынок. Таким образом, за такими уровнями, за этими слабыми уровнями скапливается непроизвольная ликвидность. Что это такое? Это ликвидность покупателей, которые поставили сюда свои стопы. Она непроизвольная, то есть они не по своей воле отдают деньги рынку, понимаете? Она непроизвольная ликвидность. Ее происходит сбор, либо разворот, либо резкое импульсное движение, допустим, в шорт, если у нас тут стоят стопы покупателей. Так вот, слабые уровни — это уровни на младших таймфреймах, это уровни слишком чистые, те, на которые нам нельзя полагаться. И как раз таки эти пулы ликвидности еще называются, да, потому что здесь скапливается ликвидность таких неосведомленных игроков. Такие пулы ликвидности мы будем использовать в своем анализе, как раз таки видеть их как цель движения и сидеть в позиции вместе с маркетмейкером до сбора, либо после сбора заходить в позицию в покупке. Вот, так. Со слабыми уровнями мы определились. Вы можете сами перейти на свой график и найти достаточное количество примеров слабых уровней. Их видно невооруженным глазом. И наверняка вы совершали подобные ошибки в своей практике. И надеюсь, вы их не будете делать после просмотра данного видео. Поэтому ставьте лайк, если оно является для вас полезным. И подписывайтесь на канал. А мы продолжаем. Теперь посмотрим сильные ценовые уровни. Сильные ценовые уровни у нас всегда располагаются на старших таймфреймах, на дневке. В принципе, мы всегда начинаем строить свой анализ дневки. И сильные ценовые уровни как раз таки берут свое начало именно с дневных графиков, потому что, опять-таки повторюсь, крупные игроки, банки, маркетмейкеры, они не анализируют рынок, не строят свой анализ, торговые идеи, основываясь на таймфрейме М5 и даже на H1 на часовом. Все свои торговые идеи, все свои решения они начинают строить от месяца, потом дневка, неделька, потом дневной график, а на H1 они уже начинают выполнять свой вход, либо строить конкретно уже такую более четкую, ясную торговую идею. Так вот, дневные уровни являются для нас наиболее сильными и значимыми. Как мы будем видеть такие уровни? Давайте посмотрим внимательно. Следующая тема будет как раз таки наиболее четко и ясно раскрывать. То есть блоки заказов.
Это то, о чем мы будем говорить в следующей теме. Но, смотрите, дневной уровень мы будем как раз таки проводить, к примеру, в данном случае это был лой, дневной лой за 23 сентября. Цена у нас его обновила. Мы как раз таки это идентифицируем как, эту консолидацию идентифицируем как активную зону продаж. Вспоминаем, да, предыдущий урок. Отмечаем ее. И будем искать точку входа уже на более младшем таймфрейме, потому что это дневной график. Здесь точно есть крупный игрок. Здесь это то, как видят его как раз таки крупные игроки. Итак, мы идентифицировали зону продаж, ценовой уровень на дневке. Давайте теперь перейдем на таймфрейм 30 минут. Так, смотрите, что происходит дальше. Мы наблюдаем на таймфрейме М30, как у нас развивается структура рынка. Мы видим последний лой, видим, отметили хай. Этот хай у нас, возможно, будет ниже этого, ниже предыдущего хая. Наблюдаем, бам, мы видим, что мы обновляем этот лой. Теперь мы можем зафиксировать, что вот эта консолидация, это активная зона продаж. Смотрите, активная зона продаж. Она находится у дневного уровня. И мы имеем полное право на тесте этой зоны продаж зайти в продажи. И профитом мы будем видеть эту активную зону покупок. Увидим, что это консолидация с пробоем. Это означает, что мы будем ожидать отсюда активные покупки. Поэтому пробуем. Выставляем свой лимитник на позицию шорт от теста зоны продаж. Вот таким образом. И свой стоп-лосс я буду видеть за как раз таки уровнем дневным. И take profit мы выставляем на тесте зоны покупок. Смотрите, риск прибыли у нас сделка будет составлять 1 к 5. И это высоковероятностная сделка. Так, давайте, пока у нас теста не было, отодвинем. Вот так. Вот, совершенно верно. Вот этот уровень, теста которого мы ожидаем. Поехали. Ага, наш лимитничек взяли. Смотрим. Бам. Сделка отработала, и цена пошла даже еще ниже. Прекрасно, 1 к 5 взято. Еще раз, алгоритм. Нам нужно увидеть уровень с дневного графика, с D1, чтобы определить высоковероятностный трейд. Это именно те трейды, которые заставят ваш депозит расти. И эти трейды имеют винрейт более 80% при соблюдении всех условий. Далее мы переходим на таймфрейм М30 и наблюдаем за построением структуры рынка и поведением цены у этого дневного уровня. И когда мы видим слом обновления, смотрите, хай не обновился, лой мы зафиксировали его обновление здесь. Мы ставим лимитку на тест этой зоны продаж. Стоп-лосс мы ставим за дневной уровень. И, пожалуйста, мы получаем прекрасный, замечательный трейд, который мы можем занести в свой торговый дневник и журнал трейдера. Что необходимо делать каждому профессионалу, особенно новичку, чтобы понимать, как вы торгуете, какой ваш винрейт, какие входы наиболее удачные у вас. Это был отличный пример сделки в шорт, благодаря пониманию, где у нас на графике найти самые сильные уровни, те, которые отработают с вероятностью 80%. Также хочу обратить ваше внимание на месячные графики, потому что референсные точки, ценовые уровни с месячных графиков будут наиболее сильные. И именно там будут присутствовать крупные деньги. Там будут совершаться большие развороты и большие движения. Поэтому смотрите на месячный график, потом на дневной. Итак, смотрите. Что у нас происходило на месячном графике? Это у нас будет следующая тема, блоки заказов, как их находить, как искать, какой нам наиболее интересен и где нам видеть потенциал для нашей сделки. Смотрите, вот был месячный уровень, график. Мы видим, что цена приходит его тестировать. И давайте посмотрим, что произошло на тесте этого уровня, потому что это очень важно. Итак, мы перешли с месячного графика на М30, и теперь нам нужно увидеть,
желание маркетмейкера проспонсировать этот уровень с месячного графика. Мы также видим, что здесь у нас строится пул ликвидности, и нам нужно увидеть слом структуры в лонг, потому что мы видим, что сейчас у нас что? У нас есть давление продаж, давление шортов. Смотрите, как это выглядит. И нам нужно увидеть обратный слом в лонги, и тогда зайти спокойно и забрать хороший потенциал. Видим, хай ниже предыдущего, лой был обновлен. Теперь нам нужно увидеть что-то такое, чтобы наш лой был выше, да, предыдущего. И хай, соответственно, был слом хая. И на тесте какой-то образовавшейся вновь зоны покупок мы должны выполнить вход. И потенциал мы будем видеть где-то здесь. Потому что у нас здесь есть пул ликвидности, где есть стопы неосведомленных трейдеров, которые до сих пор сидят в продаже и сидят в плюсах. На сбор их ликвидности мы будем вместе с маркетмейкером сидеть в позиции. Давайте посмотрим, как это произойдет, когда мы увидим слом у месячного графика на таймфрейме М30. Итак, поехали. Угу. Бах. Еще лей обновили. Смотрим. Так, хорошо. Смотрите. Смотрите внимательно, что происходит. Хай. Лой. Мы обновили хаи. На локальные. Мы уже можем зафиксировать, что у нас здесь есть зона покупок. Она находится у месячного уровня. Давайте выставим лимитку от этой зоны на покупку. И потенциал мы будем видеть на сбор ликвидности за этой зоной продаж. Потому что на месяце мы видели, что мы находимся в бычьем тренде. Поехали. Выставляем лимитный ордер. Свой стоп-лосс мы будем видеть за месячный уровень, тем более у нас здесь есть блок. Об этом мы поговорим в следующей теме. Очень интересная. И поехали. Бам! Нашу лимитку взяли. Смотрим. Давайте, кстати, посмотрим соотношение. Риск-прибыль 1 к 4,5, 1 к 5. Давайте можно даже поставить повыше немножко, потому что будет импульсное движение на стопах. Это всегда происходит. 1 к 5. Хорошо. Отличная сделка, хороший потенциал. Это соответствует математическим ожиданиям, потому что мы должны торговать как минимум 1 к 3, чтобы рисковать долларом ради 3 долларов, а не рисковать $1 ради $1. Потому что такой трейдинг не будет приносить вам профит. Итак, мы сидим в сделке, пока все хорошо. Нет даже повода выходить, и наблюдаем за структурой. У нас каждый хай выше предыдущего, каждый лой, соответственно, тоже выше предыдущего. Это на М30. Мы пришли в зону продаж и можем ожидать какие-то продажи. Но так как у нас все-таки лонговый тренд, мы ожидаем, что лонги у нас пойдут и лонги у нас победят, скажем так. Вот пошел шортовый, да, вариант развития событий, но пока обновление локальных лоев нас не должно пугать. Ага, цена пошла еще ниже. Интересно, интересно. И уже практически приближается к нашему входу. Смотрим внимательно. Бах! Все. Мы забрали наш профит. Смотрите, здесь была еще одна локальная зона покупок. Там, где как раз произошел слом структуры. И мы ее еще раз протестировали, и в результате цена дошла до нашего профита и собрала ликвидность за этими локальными хаями зоны продаж. Конечно, можно было где-то выходить, фиксировать прибыль, я бы, наверное, так и сделал, но тем не менее в рамках тренда этот вход отработал идеально. И теперь посмотрим, как это выглядит на дневном графике. Мы пришли тестировать месячный уровень. Еще раз смотрим. Да? Вот месячный уровень. Тестируем на дневном графике. Это выглядит таким образом. Вход мы находили на М30 после слома структуры в лонг от месячного уровня.
Именно таким образом вы будете находить сделки, которые будут приносить вам хорошее соотношение от 1 к 5. Именно таким образом вы будете в профите. Именно таким образом математическое ожидание от сделок у вас будет всегда положительно. И даже при винрейте в 30% вы будете в плюсе по итогу месяца, по итогу года. Тема блоки в лонг и блоки в шорт. Это самая важная тема в рамках этого занятия. Более подробный урок вы найдете в телеграм-канале Международного сообщества, в боте Учителей, где есть курс, бесплатный курс для новичков от 0 до первых $100. И также в описании к этому видео будет ссылка на целый сайт, посвященный блокам заказов маркетмейкера. Ну, мы приступаем. Итак, что такое блок заказов лонг? Мы наблюдаем какое-то движение в шорт. У нас идут красные медвежьи свечи, рынок снижается и достигает какого-то уровня поддержки. На H1 у нас шортовое движение, и мы приходим к уровню, ценовому уровню с дневного таймфрейма, с D1. И наблюдаем следующую картину. У нас так проведен уровень, и мы видим следующее, что последняя шортовая свеча у уровня поддержки с дневного таймфрейма у нас поглощается бычьей лонговой свечой. Это, кстати, единственный паттерн, который мы используем в своей торговле, это паттерн поглощения. Но он работает, естественно, не везде, и он нам интересен, и вероятность его успешного применения у нас возникает только у определенных референсных точек. Допустим, у нас сейчас вот мы взяли уровень с D1, с дневного графика. Поглощается шортовая свеча бычьей свечой, и мы видим, что движение идет дальше. И вот эта свеча шортовая у уровня поддержки, допустим, у дневного уровня, поглощенная бычьей, будет для нас идентифицирована как бычий блок заказа. В этом вся его прелесть. То есть это шортовая свеча. Толпа, неосведомленные деньги не понимает, что это такое, что это является бычьим блоком заказов. Давайте подпишем бычий блок заказов. Как мы его применяем, как мы его торгуем? Мы видим, что благодаря этому движению, поглощению, этот блок идентифицирован, он представляет интерес для нас, он активный. Мы понимаем, что этот уровень с D1 маркетмейкер спонсирует. Мы ожидаем что? Мы ожидаем коррекцию к этому блоку. Здесь мы можем стать покупателями. То есть мы должны увидеть следующее. Коррекционное движение, помним, пробой, коррекция. Здесь мы будем выполнять вход. И свой стоп-лосс мы поставим за тело блока заказов. Так вот проведем. Здесь мы будем размещать свой защитный стоп-лосс, защитный ордер. Потому что если вдруг что-то пойдет не так, мы должны ограничить свой риск. Далее мы увидим следующую картину. Если блок заказов действительно спонсируется, то мы увидим продолжение лонгового движения от теста этого блока. И это будет наша прибыль. И, соответственно, мы должны понимать, что мы будем держать take profit до ближайшего медвежьего блока заказа, который будет выглядеть с точностью да наоборот. Сейчас мы это все еще увидим. То есть до лонговой свечи, от которой пошло шортовое движение, либо это будет какой-то пул ликвидности. Зона ликвидности – это та тема, которая будет следующей. И мы поговорим об этом подробно. То есть наше соотношение риск-прибыль должно быть как минимум 1 к 3. Тогда наша торговля будет иметь вероятностный характер, тогда депозит наш будет расти, тогда мы сможем реально зарабатывать с рынка. Даже при небольшом винрейте. Но, используя эту теорию, ваш винрейт должен быть как минимум 60%. Если ваш винрейт ниже 60%, значит, скорее всего, вы торгуете не по тренду, не дожидаетесь точек входа, слома структуры рынка, неправильно идентифицируете блоки заказов. В общем, где-то допускаете ошибку. Значит, пересмотрите видео еще раз или посмотрите курс из телеграм-канала. Итак,
наше соотношение риск-прибыль должно быть как минимум 1 к 3. Тогда такие блоки мы можем торговать. 1 к 3. Тогда математическая модель будет на нашей стороне, и наш трейдинг будет иметь осознанный характер. Итак, пошли за примерами. Итак, пример, как эффективно торговать бычий блок заказов в лонг. У нас пара евро-доллар, мы смотрим дневной график, у нас развивается бычий тренд. Вспоминаем, да, вот здесь была консолидация, ложный пробой, цена опять-таки консолидируется, и мы видим, что у нас продолжается бычье движение. И здесь мы можем идентифицировать бычий блок заказов. Вот это шортовая свеча. Следующая свеча поглощает, эти две свечи поглощают шортовую свечу. И мы идентифицируем эту шортовую свечу как бычий блок заказов. Смотрите, как замечательно маркетмейкер прячет эти важные референсные точки. Теперь, чтобы найти вход с маленьким риском, мы переходим на таймфрейм H1 часовой. И смотрим, что у нас есть, уже основываясь на знаниях, которые были получены в предыдущих темах. У нас есть, смотрите, зона покупок, точнее консолидация, пробой, идентифицирующий эту консолидацию как активную зону покупок. Коррекция, и у нас идет дальнейший пробой. Смотрим, что у нас есть дальше. У нас возникает такая небольшая зона покупок снова. И в этой зоне, смотрите, есть блок заказов в лонг. Вот он. Часовая, шортовая свеча, которая также идентифицирована вот этим движением, поглощена. Это у нас блок заказов в лонг. Вот он, красавец. Смотрите еще раз. Дневной график. Мы имеем бычий лонговый тренд. У нас обновился хай, тем более, это еще усиливает нашу позицию. Далее у нас есть шортовая свеча, которая поглощена движением лонговым. И у нас идентифицирован бычий блок заказов в лонг. От его теста, от его тела мы можем искать точку входа. Дальше мы переходим на часовой таймфрейм. И прямо над этим уровнем дневным у нас образовался часовой блок заказов в лонг. И мы можем стать покупателями от теста этого блока. Что мы и сделаем. Дальше нам нужно увидеть, где будет наш take profit, где мы закроем позицию. И что мы видим? Мы видим, что у нас есть здесь зона продаж. И отсюда мы ожидаем, что продажи, потому что она активная. Смотрите, консолидация, пробой. Здесь есть активные продавцы. И мы не знаем, будут ли они, не будут, будет ли повторный тест. Мы хотим забрать свои деньги с рынка. И у нас, мы видим, есть хороший потенциал. Поэтому давайте я выставляю лимитку и посмотрим, как у нас пойдет сделка. Длинная позиция от теста блока заказов. Свой стоп-лосс я размещаю за блок заказов с небольшим запасом. Если вы торгуете рынок Форекс и у вас есть спред у брокера, то рассчитывайте еще, пожалуйста, спред, чтобы вас не зацепило спредом, потому что будет обидно, если брокер еще, он любит расширять при каких-то волатильных импульсных движениях, поэтому учитывайте этот момент. Плюс 10-20 пипсов от хвоста блока, в зависимости от того, какой у вас брокер, какой рынок вы торгуете. Итак, я ставлю лимитник, и соотношение у меня будет 1 к 5. Отличное соотношение. Благодаря этому соотношению мой депозит будет расти, а такие входы с пониманием структуры рынка и торгуя от дневных блоков будут мне приносить винрейт более 80%, и можете убедиться в этом сами, если будете соблюдать все условия. Поехали! Так, цена уходит выше. Практически достигает зоны продаж, но корректируется. Бах! Взяли мой лимитник. Смотрите, грамотно размещенный стоп-лосс. Мы не обновили лой, не обновили хвостик свечи. Еще раз тестируем, смотрите, пипс. Тестируем блок заказов дневной, но я выполняю вход от часового. И мой стоп на месте. Дальше смотрим, я буду видеть уже свой take profit на обновление этого хая на повторном тесте зоны продаж. Вот так. Потому что отсюда могут начаться сильные продажи, мы можем здесь вообще законсолидироваться. Помним, да, этот момент, что у нас
Коррекция может перерасти в консолидацию. Я буду пережидать, и еще могут забрать мой стоп-лосс, обновив вот эти хаи. Да? То есть у нас тут возникли чистые, точнее лои, прошу прощения, у нас здесь возникли чистые лои. Итак, смотрим дальше. Угу. Да, готово. Все, Take Profit сработал. Как раз таки. Я спокойненько выхожу из позиции в профите. Таким образом, еще раз проходя этот путь, давайте посмотрим, как я принимал торговые решения. Я увидел бычий тренд на дневке, пара у нас евро-доллар, идентифицировал бычий блок заказов благодаря вот этим двум свечам, которые поглотили его. Смотрите, следующая свеча делает четко тест на дневке, прям видно. Давайте удалю все лишнее, даже вот так вот сделаем. Смотрите, четко тестируем тело блока на дневке. На H1 я ищу вход, чтобы ограничить свой риск. Ставлю лимитку в покупку. И на обновление текущего хая на тесте зоны продаж я буду видеть свой take profit. Смотрите, цена подходит, какие-то продажи и срабатывает мой take profit. Сделка 1 к 5. Все отлично. Теперь посмотрим блоки заказов шорт. Итак, блок заказов шорт. Обратимся опять-таки к схеме. И как у нас будет выглядеть шортовый блок. Мы видим какое-то движение в лонг. Вот оно у нас идет, идет, идет. И мы достигаем какого-то уровня со старшего таймфрейма, либо какую-то референсную точку определенную. Ударяемся в нее. И мы видим, что последняя бычья свеча поглощается медвежьей. О чем это нам говорит? Это нам говорит о том, что эта свеча является медвежьим блоком заказов. Бычья свеча. Поглощенного уровня. Мы видим, что это движение идентифицирует блок заказов медвежий. И ожидаем, что проводим по телу, либо по шпилю, в зависимости от рынка, уровень. И ожидаем тест медвежьего блока заказов, где мы можем стать продавцами. Так, так. И свой стоп-лосс мы ставим за тело блока. И ожидаем дальнейшее движение в шорт, которое мы будем видеть в качестве прибыли. Нашей прибыли. Вот. И естественно, как я повторюсь, соотношение 1 к 3 у нас должно быть соблюдено. То есть до ближайшего бычьего блока заказов, либо пула ликвидности, либо какого-то сопротивления. То есть 1 к 3 соотношение у нас должно быть соблюдено. Где 1 это риск и 3 это прибыль. То есть 1 к 3 это самое минимальное. Теперь посмотрим, как мы можем торговать медвежьи блоки заказов на примере. Теперь рассмотрим эффективную торговлю медвежьего блока заказов на примере пары фунт-доллар. Мы видим, что у нас на дневке намечается разворот, вернее он уже состоялся. Слом структуры, обновили эти лои. Хаи была попытка обновить неудачная, да, провалилась. И у нас идет дальнейшее шортовое движение. Также мы фиксируем зону продаж, откуда пошло вот это шортовое движение. И отмечаем в этой зоне продаж медвежий блок заказов дневки. Проводим уровень его. Вот по телу свечи. Все как полагается. Вот так. И теперь ждем, когда цена придет его тестировать. И образуется блок заказов на таймфрейме H1 со сломом структуры. Все как надо. Поехали, смотрим. Где там наш уровень? Ага, он еще высоковато. Развивается лонговое движение. Но мы торгуем по тренду, поэтому нам придется подождать, когда цена придет тестировать медвежий блок
Конечно, можно так вот на ура продать от него, но стоп будет большеват и хочется торговать, конечно, высоковероятностные входы непосредственно по системе с пониманием структуры рынка. Окей, вот поэтому контртрендовые движения я не люблю брать, потому что они происходят очень так вяленько, очень долго цена идет, потому что это против рынка, так называемые входы против шерсти. Вот еще зона продаж. Мы будем ожидать тест. Вот, опа, смотрите, тест. И у нас возник, да, блок заказов шорт. Здесь мы обновляем какие-то лои. И мы можем попробовать стать продавцами от теста блока заказов шорт. Давайте поставим. Будет ли он сразу, я не знаю. Я не знаю весь график, не знаю все рынки, поэтому мы смотрим разные пары. Также на тестере рекомендую вам делать то же самое. И где мы будем видеть... Вот здесь есть зона ликвидности хорошая. Давайте поставим здесь наш take profit. Соотношение риск-прибыль 1 к 4. Прекрасно, смотрим. Будет ли тест шортового блока, медвежьего блока заказов или нет, я пока не знаю. Нет, цена уходит. Да, смотрите, мы обновляем лои. Хорошо, моя лимитка остается. Я проведу теперь уровень, обозначу его другим цветом, от которого я собираюсь продать. Давайте, допустим, поставим фиолетовый. Вот такой. И, видимо, нужно мне протянуть. Так, поехали, смотрим. Пришли в зону покупок. Будут ли зоны покупки активные и пошлют ли они цену на тест моего медвежьего блока? Ага, цена достигает моего тейк-профита, но так и не тестирует блок. Хорошо, ничего страшного, я смотрю, что происходит дальше. Угу. Пошли активные покупки. И вполне возможно мы сейчас протестируем мой блок. Окей. Так, стоп-лосс у меня должен быть меньше. Я вижу, что идет опять очередной слом лонговый, потому что у нас всегда работают два сценария. Мы пришли тестировать зону покупок. Смотрите, какая активная зона. То есть от нее ожидались покупки, вот они и развиваются. Смотрим. Будет ли тест моего шортового блока. Так. Бах, взяли. Отлично. Смотрим. Ага. Смотрите, так как у нас развивается встречный сценарий, я могу предположить, что у нас, конечно, дневной блок есть, но мы можем его тестировать бесконечное количество раз. И я хочу иметь маленький стоп. Я поставлю свою позицию без убыток. Без убыток. Это для меня будет самым важным решением. Ставлю свою позицию без убыток. Если мой без убыток возьмут, то я буду искать другую точку входа. Ничего страшного. Вообще первый потенциал у нас на обновление, да? И по идее, но соотношение 1 к 3 я здесь не получаю. Давайте посмотрим. Есть ли у меня здесь соотношение 1 к 3? Это очень важный момент. Так, давайте еще разочек. Соотношение 1 к 3. Вот мой стоп-лосс. 1 к 1. Да. Здесь, смотрите, видите, что развивается встречный сценарий, лонговый. Я правильно делаю, что ставлю без убыток. Конечно, очень плохо, что моя цель была достигнута, не забрав мою лимитку. Да? То есть, вот это коррекционное движение не дотянулось до блока, такое бывает. И поэтому в рынке нет ничего стопроцентного. Какие-то входы придется пропускать. Или заходить по рынку, допустим, с риском. Можно было от теста вот этого блока нам продать. Видим, да? Вот шпилька его тестировала, и мы бы забрали бы это движение. Но тем не менее, у меня была задача взять тест блока самого верхнего. Вот.
Я, собственно, его беру. Ставим без убыток и смотрим, что будет происходить. Вот так. Возможно, у меня его заберут. Так, идет дальше движение. Хорошо. Теперь, кстати, я буду видеть take profit на тесте этой зоны покупок. Да. Здесь я закрываю свою позицию. И таким образом у меня соотношение, 1 к 3 у меня получается. Поехали. Угу. Не добиваем зону покупок, и цена консолидируется, бах. Меня закрывает по безубытку. Ничего страшного. Что я вижу дальше? Нужно увидеть слом, шортовый слом. Да? То есть пока мы наблюдаем за хаями и за лоями, мы видим опять обновление хаев, и цена идет выше. Смотрим. Бах! Ого! Как классно, что я закрылся по безубытку. Смотрите. Мы обновили все хаи, собрали ликвидность. Тестируем дневной блок заказов. Еще раз посмотрим, как у нас картина на дневке. Что мы видим на D1. Мы заходим, да, и блок мы заходим чуть выше. Блок у нас активный, шортовый. Он считается активным до тех пор, пока мы не перекроем этот блок телом встречного движения. То есть этот шортовый блок. Давайте его стрелочкой отмечу, чтобы было понятно. Вот он. Пока он не будет поглощен, он является активным. И мы видим агрессивное движение в шорт. Теперь наша задача, учитывая текущую рыночную ситуацию, найти новый вход на часовом таймфрейме. Конечно, на рынке все не бывает, но зато это так, как оно есть. Так, теперь посмотрим. У нас есть вот этот волатильный большой блок заказов, который обновил нам лои, сломал структуру. И теперь от теста его мы уже можем стать продавцами. Конечно, будет большеват стоп-лосс, но вот так вот. Мы теперь будем видеть наш take profit. Мы понимаем, что эта зона покупок уже отработала. Да, вот мы ее протестировали, вот, смотрите, покупки дальше не развились. Мы пришли тестировать медвежий блок заказов на дневке. Покупки дальше не развились. Значит, мы будем видеть наш take profit гораздо ниже на пробитие всей этой зоны. И таким образом соотношение у нас составит 1 к 3,5. Или даже попробуем эти лои взять. Я, честно говорю, не знаю, что произойдет дальше по фунту, потому что я не знаю все графики наизусть, и фунт я вообще не торгую. Смотрим, что происходит. Я выставляю лимитку на продажу от теста блока. Где мой блок заказов шорт? Вот это большая волатильная часовая свеча. Вот она. От теста ее тела я ставлю лимитку, и стоп-лосс я ставлю за тело блока. Большой стоп-лосс, но что делать? Но и take profit у меня приличный, и того соотношение составляет опять-таки 1 к 5. Поехали, смотрим, что будет. Меня взяли. Хорошо. Хорошо. Отлично, цена пошла. Образовалась активная зона продаж. Вот мы ее тестируем. Наблюдаем. Идут дальше продажи. Еще одна зона продаж образовалась активная. Вот был ее тест. Идем ниже. Прекрасно. Смотрим. Самая нижняя зона покупок. От нее могут быть покупки, но смотрим, они слабые. Продолжаются. Так. Нету покупок, покупки поглощаются и сидим до последнего, да, что называется. Есть покупки. Ой-ой-ой, какие сильные покупки пошли.
Тестируем зону продаж повыше. Вот эту, да? Хорошо. Но это реалии трейдинга. Если мы хотим большой потенциал, то мы можем ожидать, что на тесте зоны покупок будут развиваться покупки. Если перебивает этот хай, я выхожу. И таким образом даже я сейчас поставлю свою позицию без убыток. Давайте даже так и вот так. Здесь есть зона продаж, и если мы не удержим цену, то я, конечно, закрываю позицию. Смотрим. В целом сделка в рамках тренда, бам, все. Take Profit сработал. И соотношение 1 к 5 взято. Таким образом мы можем торговать бычьи и медвежьи блоки заказов вкупе с пониманием структуры рынка и стадии движения цены. Да, помните, консолидация, пробой – это зона продажи. Давайте разберем этот момент. Как я сопровождаю сделку, это тоже очень важно. Консолидация, пробой. Мы понимаем, что у нас активная зона продажи. Тест, да, коррекция, тест зоны продаж. Возникает опять-таки что? Зона продажи. Зона продажи идентифицирована благодаря пробою. Пробой. Зона продажи. Мы пришли тестировать зону покупки, но у нас возникает пробой, но это коррекция. Это коррекция, потому что на дневке у нас медвежий тренд. Мы должны доверять тренду. Какие-то моменты мы обязательно должны доверять тренду. Смотрите, консолидация, пробой. Идентифицирует зону продаж, новая зона продаж, коррекция, да, и снова пробой. Уже вот этих слоев. Все. Таким образом мы можем эффективно торговать блоки заказов шорт, медвежьи блоки заказов. Давайте посмотрим, как это теперь выглядит на дневке. Вот был наш вход. Смотрите, прямо на самых хаях, да, уже этого нового диапазона, и цена улетает в шорт. Замечательно. Теперь переходите на ваш график, смотрите, ищите блоки заказов и в лонг, и в шорт. Переходите по ссылке в описании к этому видео в телеграм-канал международного сообщества. Там есть дополнительный расширенный урок по блокам заказов. Смотрите его. Заказывайте PDF-ку на ваш e-mail, получайте, изучайте и зарабатывайте. Зона ликвидности. Определение. Зона ликвидности – это те минимумы и максимумы, за которыми скапливается максимальная ликвидность, и после сбора которой мы можем с большой степенью вероятности ожидать разворот рынка. Давайте посмотрим, как это выглядит схематично, а потом перейдем на график и увидим, как это выглядит в живом рынке. У нас есть какие-то движения на рынке, да, допустим, в рамках тренда, которые оставляют хаи либо лои. И часто, я уже говорил об этом несколько раз в наших темах, мы видим, что у нас рынок оставляет чистые хаи и чистые лои. Это как раз таки есть зоны ликвидности, пул ликвидности, так называемый, где множество трейдеров, которые сидят в позиции, к примеру, здесь в лонг, ставят свои стопы. И здесь их скапливается внушительное количество. Вы можете увидеть после сбора ликвидности даже по тиковым объемам здесь возрастает объем. Потому что здесь очень много стопов. И после их сбора у нас в основном рынок разворачивается. Далее, что мы видим, если у нас идет какой-то бычий тренд, мы видим, что рынок возвращается к этим, еще мы их называем временные лои, к этим зонам ликвидности, собирает стопы всех этих лонгистов, неосведомленных трейдеров, тестирует, к примеру, здесь блок заказов, располагается чуть ниже, такое часто вы увидите, если перейдете на свой график. И далее мы видим импульсный разворот, и рынок продолжает свое движение в лонг, продолжает бычий тренд. Давайте посмотрим теперь на графике, как это происходит. То же самое мы можем увидеть уже в шортовом варианте. Вот даже далеко ходить не надо. Смотрите, как это происходило. В предыдущей теме у нас таки была эта тема.
Вот мы видим, давайте покрупнее сделаю. Мы видим такой пул ликвидности, который образовался за вот этими хаями. Вот раз, два. Чистые хаи. Цена приходит. У нас как раз таки есть здесь чуть выше блок заказов, шорт. Вот он. И мы смотрели это все на часовом таймфрейме, но на дневке это видно прям невооруженным взглядом, глазом, да. Смотрите, мы можем продавать смело, ставя стоп здесь. Стоп, правда, будет большеватый, но мы имеем право это сделать. Конечно, винрейт у нас снизится, если мы будем торговать такие моменты, но тем не менее я показываю, на что следует обращать именно в рамках теханализа, на какую механику в рынке, как ведет себя маркетмейкер, как маркетмейкер делает зоны ликвидности, а потом собирает эту ликвидность неосведомленных денег. Скажем так, недобровольную ликвидность. Смотрите, вот здесь были их стопы, мы пришли, бум, сняли их, протестировали блок заказов, пошел разворот. Дальше, конечно, мы тут создали еще одну зону ликвидности. Здесь вот смотрите, хай этой свечи и хай следующий, чуть-чуть пониже. Тем не менее, здесь набежали продавцы, да, которые продавали, может быть, тут, как-то там согласно своей стратегии, и ставили свои стопы опять-таки за этими хаями. И что делает маркетмейкер? Он посылает цену опять в лонг, собирает эту ликвидность, опять тестирует блок заказов и уже идет настоящий такой агрессивный разворот. Вот в рамках шортового тренда. Здесь мы видим точно такую же историю, смотрите. И это происходит очень-очень часто, видите? Вот, была зона ликвидности, пул ликвидности за этими хаями, вот так. Маркетмейкер приходит, давайте еще крупнее сделаем, чтобы прям детально разглядеть эти моменты. Вот, раз, два, три раза, то есть здесь очень-очень много продавцов, которые до сих пор сидят, здесь тоже продавали, потом бум. Что их сделали? Их отстопили, и что мы видим? Мы тестируем очередной медвежий блок заказов. Вот он. Это и есть вся суть алгоритма, вся суть движения маркетмейкера. Как он создает ликвидность на рынке, как он ее собирает, как он зарабатывает. И как неосведомленные деньги теряют свои средства. Неосведомленные трейдеры. Теперь то же самое в лонг. Здесь мы, смотрите, имели бычий рынок. Да? Цена идет в лонг. Смотрите, сколько раз тут цена останавливалась тоже, да? Давайте посмотрим этот момент. Вот. Также создавался пул ликвидности за этими лоями. Смотрите, бум. Куда мы приходим? Что мы тестируем? Догадайтесь. Блок заказов в лонг. Смотрите. Идеальный тест, и цена улетает. Далее. Такая же ситуация. Здесь нет, конечно, бычьего блока заказов. Ну, может быть, мы можем что-то увидеть на недельном графике, но тем не менее. Конечно, идеальная ситуация, когда у нас есть, допустим, бычий либо медвежий блок заказов, и прямо перед ним у нас строятся временные хаи, временные лои. Потом, соответственно, пул ликвидности, потом мы вот импульсным движением собираем, получаем разворот, и цена уходит по направлению рынка. Это, конечно, идеальная картина, но рынок у нас не идеальный, поэтому всякое бывает. Смотрите, здесь также был пул ликвидности, вот мы следующей свечой движением собрали его, и цена идет в лонг. Правильно? Дальше мы видим также за этими двумя лоями был пул ликвидности, цена уходит в коррекцию, тестирует что? Бычий блок заказов. Вот. И цена уходит дальше в лонг. Случается пробой. Дальше идет какая-то глубокая коррекция. И мы возвращаемся тестировать что? Блок заказов в лонг. И создается очередной пул ликвидности. Давайте проведем уровень по вот этим лоям. Вот так. Видите, да? У нас также создался пул ликвидности, блок заказов. Да? Цена возвращается, собирает эту ликвидность и бум. Мы опять улетаем в лонг. То же самое вы можете
найти, перейдя на свой график. Я хочу, чтобы вы это сделали обязательно, потому что это интересно. Изучайте рынок, он даст вам профит. А мы переходим к следующей завершающей теме. Что ж, мы подходим к завершению нашего большого занятия в рамках понимания технического анализа по методике Price Action. Я надеюсь, что это было для вас очень полезно, и вы по-другому будете смотреть на рынок, применять эти знания эффективно и зарабатывать денежные средства. Напоминаю, что в описании к этому видео вы найдете ресурсы международного сообщества, где еще подчеркнете множество ценной информации. И мы продолжаем, и последняя тема в рамках данного занятия – лучшие входы. И начнем мы, естественно, с определения. Обязательно снимите скрин, пускай это будет алгоритм для поиска точки входа в вашей торговой системе. Первое. Нам нужно определить тренд, основываясь, конечно, на старших таймфреймах. Допустим, напишем старшие таймфреймы. Это, соответственно, D1, D1, месячный таймфрейм, недельный. И можно H4. Меньше не рекомендуется, потому что меньше будет множество хаев, лоев, больше структуры рынка, не так четко можно будет прочитать именно трендовые движения. Дальше, второе. Нам нужно определить последнее, пробойное движение и зону покупок либо продаж, из которой оно пошло. Покупок, продаж. Из которой прошло, соответственно, это пробойное движение. Дальше, третье. Нам нужно дождаться коррекцию к зоне покупок, продаж. Четвертое. Нужно дождаться формирования блока заказа на таймфрейме от M15 до H4. Пятое. Увидеть его тест и выполнить вход. В скобочках, естественно, по тренду. Шестое. Поставить свой стоп-лосс за тело блока заказа. Седьмое. Наш take profit должен быть не менее 1 к 3, где 1 это риск, а 3 это профит. Повторюсь, тогда математическое отношение, математическое ожидание в нашей торговле будет выше нашего риска. Это означает, что мы будем торговать в плюс, даже уже соблюдая те условия, используя ту информацию, которая содержится в данном большом уроке. Восьмое. Занести результат в журнал. Обязательно ведите журнал, чтобы у вас был учет сделок, чтобы вы понимали свой винрейт. Это очень важный момент. Это самый важный момент на пути к становлению профессионального трейдера. Его ведут, журнал ведут абсолютно все профи. Абсолютно все. Вот 8 критериев для определения лучшего входа. Я надеюсь, что те входы, которые я показал в рамках этого урока, помогут вам составить представление о том, каким должен быть вход. Также я даю вам домашнее задание для того, чтобы вы сами определили
исходя из той информации, что вы уже получили, из тех 8 тем, которую мы сегодня прошли, что вы сами определили, нашли для себя лучший вход. Пожалуйста, переходите в Discord канал нашего сообщества и скидывайте скрины ваших входов. Будет интересно их посмотреть. Мы дадим обязательно обратную связь. Я надеюсь, что данное видео было полезно. Вы почерпнули много ценной информации и инсайдов. Ставьте лайк этому видео, чтобы алгоритмы YouTube его заметили и предложили посмотреть как можно большему количеству людей, которые ищут действительно ценную информацию в области трейдинга. Подписывайтесь на YouTube канал сообщества и подписывайтесь на телеграм-канал международного сообщества NZT Trader, независимый трейдер, где в боте вы найдете великолепный бесплатный курс для новичков от 0 до первых $100 с подробными уроками, которые помогут в вашем развитии. На связи был Андриан, международное сообщество NZT Trader, независимый трейдер. Берегите себя и свои средства. Пока.